Всем здорово, чуваки! Ну что, машина полностью готова, переварена и покрашена. Посмотрите, как охуенно выглядит. На самом деле я вас разыграл, а может быть даже наебал, скорее наебал. А вы не поняли, ну что вы? Потому что это не моя машина. Это такой же дырявый Мерс, который был у дяди Боя. Вы видео можете посмотреть по ссылке, какой он был дырявый полностью, без порогов, без нихера, без арок. У него ноги вываливались из салона. Но посмотрите сейчас, насколько машина классная. Посмотрите, она полностью переварена вместе с порогами, полностью покрашена. Когда она чистая, блестят даже пороги. Видите, пороги в цвет. Все красиво, все очень круто. Я хотел бы вам просто показать то, как моя машина будет выглядеть. Надеемся, блядь, через года 2. Она разбиралась, полностью красилась. Вот фоточки можете увидеть, несколько фоточек я вам показываю. И полностью она перекрашивалась и переваривалась. Полностью пороги. Давайте аккуратненько я открою. У меня руки просто очень грязные. Посмотрите, все с проемами красилось. Вот дверь, она будет полностью шумкой обделываться. Значит, тут, короче, дядя Бой сам собственноручно нарезал СТПшки, короче, шума и виброизоляции. Блять, так что он еле-еле натянул, короче, салон, еле-еле встал. Тут, блядь, шумки вот такой вот 10 сантиметров глубины, я вам серьезно говорю. Сейчас, короче, если ему будут бибикать где-нибудь на дороге, он даже это не услышит, сука, блядь, потому что машина полностью прошумлена. Посмотрите, тут какие-то новые у него тут. Это новое? Да. Да? Да. Ну как, ну с разборки, вместе с крышкой. Разборки, а выглядит, слушай, как новое. В общем, дядя Бой, Леха, вкинул в свою машину вторую жизнь. Посмотрите, тут все шумится. Будет делаться офигенно сабвуфер. Вот видите, уже сопли есть. Вот тут вот проваривалось все, видите, в мастике тоже. Вот, СТПшечка. Все, короче, красиво. А вот это, кстати, подкачивающийся баллон. То есть, если в универсал вы много нагрузили багажник, оно подкачивает и делает, ну, как бы, уровень держит, короче, приколите. Вот. В общем, вот, тут все красиво. Оказывается, я вот посмотрел, что на арках должны быть задних вот такая вот шумка с завода. У меня просто ее нету, понимаете? Поэтому, блин, для меня это тоже было интересно. В общем, машина офигенно просто сделана. Ребята, покрашена, она просто красива. Вот сейчас дособирается салон. Ты мне скажи, чувак, сколько тебе бабушка из Израиля? Ну, потому что по-другому я не знаю, как можно было бы заработать, блядь, на эту переварку. Сколько тебе бабушка из Израиля, блядь, денег закинула, чтобы все сделать. Чтобы все сделать. 3200. Да. Чего, блядь? 3, сука, $200, блядь. Я не знаю, кто там человек. Что, сам Пабло Пикассо, что ли, красил? Не, я тебе скажу, половина это работа, 1600, Ага. 1600 запчасти. У меня все новые двери, крышка багажника, новый капот, бампера, новое целое. Олег, у вас работу за 3200 забрали, блядь. Знаете, полностью машину сделать. 3200. Бабки, сука, бабки! Блядь, то можно было 2 таких купить, блядь. Пороги, Короче. крылья, короче. В общем, машина у него уже готова. Сюда только вставить красивые колонки, красивые диски. И она поехала, в отличие от моего, блядь, рожна. Когда я сегодня узнал, что у меня антифриз попадает в бензин. Да, это жестко. И, блядь, моему мотору пизда. Если помните, мы же его с вами перебирали, да? А там почему-то оказалась эмульсия через 30 тысяч километров. То есть, соответственно, где-то трещина в башке. Никакого смысла с этой машины нет, потому что она жрет, блядь, столько же антифриза, сколько и бензина, ебаный насос. Давайте я вам просто покажу, чтобы вы видели. Вот это что, блядь? Ты видишь? Это не масло, блядь, это вода. Видишь? Зато это максимальный уровень. Максимальный уровень, ты что, ебанулся, блядь? Ты еще воды залей сюда пол-ведра. Ну, посмотрите еще, сейчас вам покажу. Я уже просто стрим делал. Вот, обратите внимание. Это капучино, моя машина ездит на капучино. Все, пиздец, финита ля комедион, как говорится, блядь. Сколько в это говно не вкладывай, блядь, все равно она, сука, никуда не едет. И единственное, что я принял какое решение, это продолжать делать кузов.
Если этот мотор ебанется, то вы узнаете про это первым. Но мне уже надо искать, понимаете, а компрессорные моторы, их в этом мире, они как в красную книгу занесены, их вообще по пальцам рук пересчитать, особенно мои модификации. Поэтому единственное, что могу, это восстанавливать кузов. Если не будет кузова, не будет машины. Мотор можно, блядь, потом гуся с вами арендуем тут, кинем, блядь, этот выкинем нахуй. Кинем новую и сделаем за это контент. Вам, конечно, охуенно. Я понимаю, блядь, вы смотрите, вы только ждете, чтобы меня что-то наебнулось, блядь. Ну вы не представляете, сука, я последние деньги отдаю, блядь. У меня нет, как у дяди Боя, бабушки, блядь, из Израиля. Знаешь, сколько у меня сейчас на карте? Сколько? 5 рублей. Блядь, у многих людей и этого нет, чувак. Все нищеброды! Даже 1000 нормально. Вот, на самом деле, надо отдать должное, вот этот парень, который держит сейчас камеру, несмотря на сколько тебе лет? 19. Давай я тебе почитаю. Тебе 19 лет, братан. Да. Естественно, бабушки из Израиля никакой нету. Тебе никто не помогал. Просто человек сам зарабатывает деньги, он настолько любит Мерседес, он не сломался, и он сам... Нет, знаешь, я когда купил, просто у человека был выбор, продать машину мне или продать машину людям, которые занимаются какой-то связью, которые ее просто разъебут. Они так и говорили, мы берем, ничего не делаем. Я ему сразу дал слово, что я ее сделаю, потому что он ее очень любил, несмотря на то, что за копейки отдавал. Вот и все, я сдержал слово, это самое главное, я считаю. Ну и просто, я влюбился в эту машину. Святой человек, знаешь, сам создатель Mercedes. Он сейчас увидел, как ты относишься к этой машине, он бы, наверное, сейчас поставил бы тебе памятник. Так как у Лехи уже проект окончен, а у меня еще только начинается, поэтому будьте, так сказать, подписаны на канал для того, чтобы не пропустить просто еще контента столько. По моему опыту я вам скажу так, как только у вас взорвет прокладку ГБЦ, у вас взорвет, потому что у многих людей просто головки сгнивают. Вот эти головки за 25 лет просто сгнивают. Вот это вообще пиздец. Нет смысла никакого менять прокладку и так далее. Потому что стопудово, блядь, там уже вашей головки конец. Проще вкидывать двигатель. А если у вас еще 1.8, который стоит $200, блядь, выкинул старый, новый вкинул. Нет никакой смысла в переборке, потому что вы попадете на те же самые грабли, что и я. Но это не точно. Итак, следующий день. Это всегда большой вопрос, могу ли я доехать до гаража с треснутой башкой. Это всегда вопрос. И видео по поводу того, что у меня была эмульсия в двигателе, создалось очень много вопросов. Многие люди пишут, что это у тебя прокладка, там, блока и так далее и тому подобное. Ребята, нет. Первый признак, то, что у тебя пробило прокладку, это то, что надуваются патрубки и из расширительного бачка хлещет фонтан, то есть воздух идет в расширительный бачок. Это, блядь, не то на самом деле. А второй момент, то, что меньше полугода назад уже менялась прокладка башки. Многие пишут, что там ты не заменил растянутые болты. Болты тоже новые. Делал реально профессионал, человек, который в этом разбирается. Но поймите, какой бы профессионал не был, но он не может быть Господем, Богом, понимаете? Он не может отвечать за трещины в башке. То есть, потому что, к примеру, на холодную этой трещины не проявляется. А когда машина выходит на свою рабочую температуру, трещина расширяется и в цилиндре, либо там куда-то еще, короче, валит, понимаете, антифриз. И в блок чугунный, понимаете, а голова алюминиевая, поэтому голова, скорее всего, и дала эту трещину, независимо от того, проверяли ее там. Были моменты, когда башку проверяли, грели лампой специально, там опрессовывали и так далее. Но все равно, как только все заменили, прокладки, все там маслосъемные колпачки там и так далее, куча денег потрачено было на запчасти, понимаете, голова все равно треснула. Поэтому в этом случае нет смысла никакого менять прокладку. Нет смысла никакого менять головку. Потому что это тоже стоит денег. Есть смысл просто нахуй менять двигатель. Слышите? Когда он клином станет, блядь, когда выжрет эти вкладыши и уже намотаются они на коленвал, блядь, вот тогда мы пойдем с вами будем менять двигатель, блядь. Но у меня денег нету, поэтому хуй его знает, как оно будет. В общем, едем в гараж дальше переваривать, поехали!
наблюдать, как умирает твой любимый автомобиль, в который ты вложил столько души и столько времени. Правильно кто-то сказал, изначально ты на нем таксовал, его, убивал его, а сейчас он убивает тебя. Ну, как бы получил по заслугам, так сказать. Но я-то не хотел, если честно. Да никто из нас не хочет. Просто такие вот уже времена этих машин, на самом деле. Ну что, друзья, интересно, на чем мой Мерседес ездит уже 3-ю неделю? Да? Да, мне тоже интересно. И вы это увидите уже в следующей серии. Так что будьте подписаны на канал, а я сливаю масло и смотрю. Видимо, это первый двигатель на воде. Итак, друзья, мы приехали на авторазборку двигателя Mercedes. И сейчас я хотел бы у этих торгашей спросить, есть ли двигатель такой, который мне нужен. Ребят, М111-945 надо двигатель. Нет. Говорят, редкий двигатель, хрен найдешь. Надо будет свап какой-то делать. Суки, ебаные, блядь. Да, он прямо ходит по воде, это Иисус.